Тут еще один босс. Кстати, попробую сейчас ради интереса под скиллом ГГ под пира урона сколько. Правда, я неправильно сделал. А что, по 20к этим наносит? Если я могу Ику сюда поставить, наверное, там будет нормальный урон даже. Чича. Да не ГГ, Чича. Алло. Аюш. В смысле? Нифига себе. Почему? Вообще, бессмертная эта хрень или что? Кстати, надо сейчас телепортануться и штуки эти, которые хилки, этот, перекрафтить. Опа. А тут что? ВС транспортация. Транспортация зачем? Что там транспортируется? Через один сундук. И куда? Транспортная линия, я вижу. И куда они все потащили-то? Так, ладно, я сначала телепорт открою, надо слетать хапчик сделать, а то у меня этот, члены команды помирают. Странно на самом деле, что они электро ГГ не сделали возможность не дали возможности тоже бафать эти реакции. Электро ГГ. Так, надо вернуться в автоеваз быстренько и накрафтить хапчика. Может, тот самый ближайший, самый удобный будет сейчас. Забыл с этой штуку, которая резает штуку сделать. А, не даже, я забыл. Хапчик. С другой стороны. Чичандра. Так, ресалки. Вот, хотя вообще-то есть еще что-то ничего нет. Это мало. Блин. Какую-нибудь хорошую ресалку сделать, и не хватает. То муки не хватает, то еще какой-то хрени не хватает. О! Все, я буду это делать. А, ну ладно. Кстати, что-то блюдо или нет? Приготовление шанс страна блюдо нам не нужно. Как же классно, что они наконец-то сделали кнопки для этого, для компьютера, а то приходилось мышкой клацать по всему этому. Так, теперь быстрая готовка. Давай, 99. Тут Сандрона нечем бафать. Давай бафать, резать. Ну-ка, сколько она хилит теперь? Почти по 5к, нифига себе. И это перс из 1.0. Так, нет, не North Cry. Луна. Телепорт идем.
Так, все. Шанс активировать эффект красный. А, круто. Тут еще чаще можно на метку вешать. Теперь. Так, а что это, кстати? Энергетическая станция. Она тут такая же, как и... А где Окулус? Опа. А как мне туда залезть? А, тут есть эта штука, которая подкидывает. Сейчас мы Окулус заберем сразу. Вот тут еще один. Йо, ты куда меня закинула-то? Надо ничего поглощать, я хочу вот это забрать. Ух, чуть не упал. И что с ним делать? Да попрыгать выше лететь. А, вот тут сундучок. А, все, я понял. Они типа показывают путь. А нафига? И что это? Так. А зачем я сюда лез? Нафига мне сюда нужно было? Мне как-то сюда нужно или что? А зачем мне сюда? Ремонт чего? Ты что там ремонтируешь? Короче. Так, запустить объект. Этот терминал стоит здесь совсем один, бедняга. Это терминал энергетической станции. Попробуй яйца. А, все, вот, активировали. A ver, yo me llamo mediodía y la cosa sería que nosotros tres iremos, tú y los fines de inglés y yo haría una llamada de la charla que te va a comunicar. Te va a dejar preparadas unas cosas, te he pasado la lista de tema, pasas a por mí, y de ahí cuando quiera ir, ya y no lo pensamos. Estoy pensando ahora y ahí por ahí queda bastante menos para entonces estaríamos guay por ahí sobre las 8 de la mañana y ya cuando la verdad y hay que contar con de todas formas llamarlo a ver si ha cambiado de idea o no sé ahí lo demás y así ahora que está comida no tiene le preguntaré y
Так, ладно. Как дела? Есть новая エネ информация. ルギーステーションの端末だね。でも、新しい Да, это 情報 терминал が見 энергетической 取れなかっ станции, но я не обнаружил новой информации. Даже без новой информации нам удалось активировать энергетическую станцию номер 2. Мы た。 молодцы. 待って、 Подождите, обнаружена неисправность локатора сигнала. Энергию нельзя передать Ивенбиома. Что же нам делать? シグナルロケーター。 Локатор сигнала находится на самой вершине башни. Он требует ручной настройки. そういう Вот こ как. と Надо か。 придумать, как туда подняться. А, теперь понятно, зачем мне туда наверх. Первопроход тут для всех нас, первому созерцателю Луны, Ибни Белму. Мы помним твой вклад в проект Созерцатель Луны. この世界も俺に応えているのか。 Так, ладно, побежали туда наверх снова. Тогда можно было, получается, не спешить и подождать, когда квест, и пойти наверх туда. Фига. Аж сюда закинуло. Ничего себе. うっけ。 Так, иди отсюда. Так, сюда. И... Тут вообще так на Луну посмотришь, можно прям предположить, что тут древняя раса какая-то жила. Ну, так, выглядит прикольно. Конечно, тут нету таких прям городов или чего-то еще. Получилось, все прошло лучше, чем Пайман ожидала. Осталось активировать третью энергетическую станцию. 見て。 Смотрите, она уже активирована. 本当 Ты права, неужели она до сих пор в рабочем состоянии? Технологии драконов впечатляют. Возможно, ее кто-то активировал. Кто-то активировал? Ты имеешь в виду Колумбину? Если подумать, это наверняка она. Но почему она активировала только одну? Может быть, она обнаружила что-то подозрительное? Здесь что-то не так. Это ты же не вводишь нас в заблуждение в очередной раз. Это выходит за рамки твоего уровня дружбы. 私の使命 Я не знаю, в чем заключается моя миссия, но она точно не включает в себя повышение уровня дружбы с кем-либо. И это ты изменилась. Информация из терминала вскружила тебе голову. Давай сначала отправимся в око Биома. Да. すごく理性 Снег более рассудительный, уравновешенный, вдумчивый. Ты лучший напарник, не то что пойму. 行こうか。 Идем, путешественник, я пойду за тобой. Яйцо. Я уменьшу твою порцию вкусняшек еще на 10%. Так. Блин, я хотел прыгнуть туда. Да, блин. Им надо было сделать, что помимо того, что можно было прыгать выше, им надо было сделать так, что еще можно было... когда карабкаешься, типа прыжки от карабкания выше получали. Привет, Пекир, как дела твои? Мы тут Луну исследуем. Бля, все-таки отнимает ХП. Я думал, мне не будет отнимать ХП из-за гравитации. 戻れ。 Мадори. Поперли наверх. Активировать. この塔、 Там башня такая высокая. すごく高いな。あ、 Не смотри вниз, не смотри. 見ちゃダメだ。 А что я там увижу, если туда посмотрю? 怖がってるの。 Чего бояться? Ты же умеешь это. ベルでしょ。 Там боится за путешественника. 何に怖がってるんだ。ここがイビ Это есть око Ибни Биома, а выглядит необычно. なんだか異様な雰囲気だな。 О, поздравляю, Пекин. А дальше куда? Да, как говорится, год отдыхаешь или куда-то дальше уже собираешься?
А, вот и терминал. きっと Думаю, я смогу получить полезную информацию. 手に お前が Боюсь, что это не вскружит тебе голову еще больше. Нифига себе у тебя этот... или. 何が起きたんだ Что только что произошло? 私が Я активировала око Ибни Белума. О, получилось? Можешь найти Каумбину? Терминал на объекте, известном как Круг Унгиена, обнаружил. Новый объект без идентификационного кода. Может, это Каумбин? そこまでは Система не может подтвердить личность объекта. Надо пойти проверить. そうだな Полной уверенности нет, но, по крайней мере, у нас есть направление. Мы туда доберемся. 私が手伝う Я помогу, смотрите. Мы можем воспользоваться этим, чтобы перебраться. Вау, что это? 古月の力で Это ход в скоростной транзитный канал, работающий на энергии こ древников. れで Через него можно добраться до ближайшей остановки от ока Ибни Белума до круга Унгиена. たどり着けるよ Но там, ну, Луна гигантская, но там определенные области для исследования. И есть небольшая лорная точка, ну, как бы лор есть в этом небольшой, как бы. Тут вся Луна покрыта энергией, как там была, не триумная, как она там называлась. И только в определенных зонах типа можно находиться. Но все эти локации лунные, они большие по размеру. Их там кажется, 4 подлокации и темная сторона Луны еще. Но они достаточно большие. То есть там не какие-то мини-карманные зоны. 端末の Согласно записям терминала, там обитают разные виды существ. Это дом для живых существ. На Луне живут самые разные существа, невероятно. Так что отправляемся? ちょっと待って Подождите минутку, что-то в терминале отвечает мне. Яйцо, что случилось? 隠された文字 Там есть скрытый модуль проекта Созерцатели Луны. Ответил мне. Знаешь что-то новое? それが Узнал что-то новое? には Модуль хранит историю происхождения этой башни. それは Его создал один из первых представителей драконьего рода по имени Ибни Белум. Первый созерцатель Луны. То есть Нибиунг эту базу построил. Получается, Нибиунг эту базу построил. То есть еще одно имя Нибиунга это Ибни Белум. 私たちが乗っ Космический корабль, на котором мы прилетели, тоже его творение. Именно он привел на Луну 作ったんだ ученых и драконов. Потрясающе. Значит, око Ибни Белума построено в его честь? うん Не совсем так. В журнале терминал зафиксирован следующий случай. После того, как первопроходец высадился, он начал исследовать Луну и области вокруг Луны. そして Однажды, находясь на около лунной орбите, он принял загадочный сигнал из глубокого космоса. 星空のシーン Сигнал из глубокого космоса? Что это было? 学者たちもその Исследователи не смогли расшифровать его. Но первопроходец верил, что это было послание, отправленное их правителем, который отправился в путешествие по морю звезд. 王の名は А, ルンゲン и имя того правителя было Нибелунг. То есть, получается, базу не построил Нибелунг. Построил другой дракон. Но пока они тут находились, они получили сигнал от Нибелунга. Владыка драконов, неужели этот сигнал действительно поступил от него? わからない Я не знаю, ведь исследователи не могли проникнуть в глубокий космос. だから Поэтому они построили эту こ башню. の高いとこのイビニベル Это место Ока изначально было станцией приема и передачи сигналов из глубокого космоса, построенной для того, чтобы снова уловить этот сигнал. И они преуспели? Прошло много лет. Первопроходец скончался, но сигнал так и не появился снова. В те годы его ученики сдались и переключились на более прагматичные цели. Они переоборудовали Око в станцию мониторинга поверхности Луны, чтобы упростить проведение более практических лунных исследований. 月の研究作業を進めやすくするために Да, вообще стилистически Луна очень красиво получилась. Знаешь, прям визуально напоминает типичные вот эти, как бы сказать,
типичный, ну, фильм или еще что-нибудь про пришельцев. То ты прямо вот смотришь на Луну и такое чувство, что тут реально какая-то раса пришельцев жила. Хотя это, по сути, драконы построили. А как жаль. Поэтому кажется, что мы только что узнали что-то очень важное. Это и есть проект Созерцателя Луны? Нет, я всего лишь прочитала записи в журнале. Сам файл проекта зашифрован, я не могу его открыть. Что? Ты же сказал, что он тебе ответил. Почему ты не можешь его открыть? Мои данные совпадают, но, возможно, их недостаточно. Прости, что ты имеешь в виду под недостаточно? Это как вкусняшки и пайман. Идеальная пара, но 20% пайман не хватает, не хватит. Это тебе, это тебе достается 20%, а пайман 80%. Уже яйцо своего рода ключевая матрица. Не хватает части содержимого, поэтому не получается изготовить ключ. Пайман тоже так считает. Кстати, а проект Созерцателя Луны может быть связан с миссией яйца. Он оперативно откликнулся на запрос яйца. Он ждал, когда она появится. Не знаю, но мне хочется открыть его. Тогда позволь нам помочь. Если информации не хватает, нам нужно найти больше терминалов. Пайман заметил, что с каждым терминалом, который впитывает яйцо, она говорит более плавно и становится более самоуверенной. Эта перемена Пайман не нравится, но если речь идет о миссии яйца, Пайман обязана ее поддержать. Зрите Пайман созерцательницу, великодушную. Яйцо как-никак помогает нам найти Колумбину. Не волнуйся, яйцо, раз здесь есть терминал, значит впереди их должно быть еще больше. Иди с нами, и мы позаботимся, чтобы ты наелась доска. Спасибо, Пайман, я постараюсь не зазнаваться. Ну что, пойдем к следующей цели? Пошли. Ура! Вторая остановка в нашем супер крутом лунном приключении. Круг Умги-Умги. Пошли. Это круг Умгиена. Круг Умги-Умги. Круг Умги-Умги. Гости со звезд. Новая глава. Фаст. А что так это странное какое-то достижение? Фаст. Что-то должно означать 100% этот фаст. Вот, смотри, Пикир. Видишь? Тут эти под локации, но, например, вот эта локация и вот эта локация, они большие. Вот это я не знаю, насколько она большая. Вот это, ну, чуть поменьше. Вот еще одна локация тут. Вот локация, тут мини-локация. Короче, тут все мини-локации, но они большие. Так, нам сюда получается. Транзитное сооружение, которое работает на энергии двигателя. Пау. И правда скоростное, блин. Странно, что это как ее там. Яйцо это с нами летит, а Пайман нету. Я знаю, там темная сторона Луны находится. Я ее не показал, потому что она у меня не раскрыта. Я знаю, что там еще другая сторона есть, темная сторона. Похоже на огромные пухинки, мега пухинки. Яйцо, ты знаешь, что это такое? Может быть, это странное существо, созданное кругом Умгиена? Круг Умги способен на такое? Вы видели, там же антенна торчит, такая высокая, прямо до неба достает. Антенна, кажется, выходит из этого кратера. Это и есть круг Умгиена, дом живых существ. Выглядит довольно пустынно для дома жизни, тебе не кажется? Ну, она очень крутая. Прям ощущается, ну, такой, как будто ты какой-то какие-то инопланетяне здесь присутствовали. И визуально Луна прям реально на Луну похожа. Не знаю, мои ощущения такие. Мне нравится. Вот что-что, хоть движок у Геншина и древний, но у них очень классно получается локации делать.
Приземляться будем или что? 目的地に着いたのか？この先が宇宙の生態圏なんだよな。どうやら歩いて Похоже, придется идти туда самим. だな。 Прикинь, Пайман, пешком прийти, пешком идти придется. Ай-яй-яй. Так. Пяу. А куда идти-то? А, туда. Что это за реально мега кухенки, блин? А, Окулус. Так, подожди. А мне тут нечем активировать их. А ты докуда на Луне дошел? Ты дошел до этой, до... Фига. Ты дошел до темной стороны Луны? Да, блин, заколебал ты уже? Да слезь! Ладно, потом сюда доберусь. Не знаю, Луна мега круто выглядит. Прям вот ходишь и такое чувство, что... Ну, мы-то знаем, что это драконы. Что драконы это все построили. Но ощущение такое, как будто здесь какая-то инопланетная раса вообще. Ну, то есть пришельцы были. 故郷のやつなのか？ Ты, кстати, эту с Андроны крутил в эпике? ついてきて Или ты ее скипаешь? О! Это что за король кухенки? あいつらなんか話してるみたいだぞ。 Ну ты, у меня гайд есть на нее, но вообще ей можно поставить ее сигну, можно поставить сигну Мавуики, сигну Ита, можно фонтейнский крафтовый меч поставить, можно поставить цветок в латах, кажется, называется, если не ошибаюсь. Волчью погибель можно поставить, и лопату можно поставить, и кажется, все. Возможно, там десептиконы будут реально. Ой, кажется, они общаются. Яйцо вернулось. Как все прошло? О чем вы говорили? 彼らが言うに Она сказала, что видела девушку, которая ходит словно притворит. Это Колумбина. Когда это произошло? もう数日前 Это было несколько дней назад. Рядом с ней было гигантское существо, которое мы видели. Мега кухенки с Колумбиной? ってことは Значит, Колумбина здесь. Быстрее пойдем внутрь и поищем ее. Давай сначала проследуем за этим гигантским существом. Оно приведет нас в круг Унгена. У тебя нету цветка в латах? Пикир. Вот это оружие, хоть оно ивентовое, но и 4-зрачное, но оно мега идеальное для нее. Идеальнее этого оружия для нее ты больше ничего не найдешь, на мой взгляд. 鳥の鳴き声が聞こえ Пойман часто слышит щебетание. Неужели внутри есть маленькие птички? Маленькие птички и не только. Это что за парк юрского периода, блин? Металлическую тень? Это которая? Это нам сюда? Ой, едва дошли, как поймана, почувствовала тело, что тело стало тяжелее. でも Надеюсь, так красиво, если и другие кухенки похожи на яйцо. 他の Здесь гораздо больше жизни, чем думала Пайман. 中にこんなにたくさんの動物 Тут даже птицы вон есть. うん Да, круг Унгена, оба жизни. でも Но почему этого не видно снаружи? Это место не выглядит так, будто оно образовалось естественным путем. もしかしたら Хочешь сказать, кто-то построил это место? Неужели тот самый Унги-Унги? Найдем терминал, 彼 узнаем. らについて Идем за ним. А, трехзвездочная.
Приятели яйца показывают дорогу. Быстрее за ними. По сути, ей нужно оружие, которое силу атаки бафает и мастерство дает. Пикер. Потому что ей сила атаки и мастерство нужно, чтобы саму эту реакцию бафать. Кабан! 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 Проснись! Кабан! Ладно. Я тут что-то так много этих кухенки. Блин, цветок сахарок, вот где капец. あそこに端末があるの。 Только тебе в команде хиллер нужен будет, Пикер. あれは何だ。 Чичу можешь спокойно поставить. 端末を覆ってるみたいだな。まずはあれを片付けようぜ。一休みしたいわ。滑稽ね。 Она под 300 плюс к уроном спокойно может наносить из ульты. Че это? Какого хрена сундук в жопе мира находится? Эта штука мне его показала. И чем-то чего такого? Так, ладно, это все хорошо. А, я понял. Нет. 難しそうか。これはよどみの月光鶴。端末で見たことがある。 Ну, Диона, она для другой реакции будет нужна. Тебе нужно Бейдол C6 и Чича. Тогда у тебя будет плюс-минус нормальная команда рабочая. Ну и Бен, чтобы силу атаки бафать. Это спутанные лунные лианы. Я видела информацию о них в терминале. どうやって取り Я 除く научу か вас как убрать 教え их. て。 Это типа псевдоэрминцу, я так понимаю, лунные лианы эти. 今 Я 何 что-то... をしたの？ Что ты наделала? Таинственная энергия древних лун, похожая на кубяки, способна изменить то, как можно воздействовать на предметы, и позволяет быстро перемещаться в определенном направлении в форме. もう一度やってみよう。 Попробуйте еще раз. Получается, типа, псевдоэрминцу какой-то. Получилось, теперь терминал работает. Яйцо, попробуй. Короче, они на этой базе тестировали, симулировали, что в Тайвате может происходить. Вот эти лианы, это Эрминсу. Я даже не удивлюсь, что они в этом месте тестировали, производили тесты, а потом все это внедрили в Тайват. Яйцо, попробуй. Да. Даже тот факт, что это место снаружи не видно, а внутри видно наоборот. Вот и карта поменялась. 端末を起動した。 Активировать терминал, но много информации たくさ потеряно. んの情報。 Неужели его повредили те лианы? Вот лианы, лунные лианы, они растут там, где энергия древних лун вышла из равновесия. Возможно, именно поэтому. Я же говорю, это псевдоэрминцу какой-то. Эрминцу тоже, где элементальная энергия вышла вышла из строя, вырастают эти всякие, ну, точнее, не вырастают, а появляются всякие аномалии. Есть ли полезная информация? Есть поврежденный инженерный чертеж. Что это? 設計図か。 О, это чертеж, но ничего не разглядеть. それで А есть какие-нибудь? には Терминал показывает, здесь была девушка в сопровождении огромного летающего существа. 黒卵の Это совпадает с тем, что сказали твои приятели. また月齢 Смотри, мегакухенки снова появился けど и направляется к тому большому дереву. Колумбина, скорее всего, там. 本当に Мама надеется, что ты не ошибаешься. Пойдем к дереву. Мегакухенки.
ちんとしまっておこ Почин-то щематтоку. Короче, вот это место, это симуляция Тайбата, получается. Это что такое? Э-э-э! А, блин. В смысле? Что, не долетела, что ли? Или что? Бред какой-то. А здесь где Окулус? О, придурки. Дебилоиды появились. Да, блин, ты куда улетела-то? Алло. セイセイルテンう中言さあ Тварь. ついてきて Цветики. Да приземлись, блин, Сандрон, алло. 持っていけば Так, мне больше интересно, где здесь 駆けずり回って Окулус たんでしょ находится. Смотри, какие-то. О! Робот, ты вообще должна как торпеда возить по этим по стенам. В смысле большие головы? А что, были персонажи с большими головами, что ли? Если пойдем ближе, древо кажется просто огромным. Естественно. Смотри, там дверь. Транспортный проход. Станция по... Щелку. Че, реально что ли большие головы? Я никогда не замечал такого. Давай поймаем, провози. Слева от беседки есть дверь, похожая на черный вход. Раз есть черный вход, значит должна быть и дорога. Поищем опуху. Справа ничего примечательного. В центре большой павильон, а над ним несколько высоких стоек. Это те самые антенны, которые мы видели раньше. Блин, олень, извини, я не хотел. Я не специально. Так, ну я думаю, с этой стороны. Что она делает? Чеф, что она делает? А, там другая кухенка была. この世界も俺に応えているのか Тотор внутри. 残す律流15いけるわねやりなさい Так, все. Не знаю вообще. А, вон циферный вход есть. 律流チョック律流 Ики Тамай. ティータイムの余興よさあ死にたいのいけるわね О, く ты だ чё? らない
Поменял, что ли? Сандроны, блин. Этот пердолет, блин, туда раздражает иногда. Так. 旅の収穫だ。 Абина Шинкунда. Привет, Олег, как дела твои? Абина Шинкунда. Барьер. Барьер энергии древних лун. Я рад. Наконец-то проверка. Фига. Прикольно. 旅の収穫だ。 Абина Шинкунда. Олень, что тут делал? А, ешь. Вот вам этот псевдоэрминцу, кстати. Ну тут вот это все это место, как симуляция эрминцу вообще. Ой, симуляция Таймата. Так, наверх как подняться? Не видел. Точнее, я новых персов видел, но скандала никакого не видел. Что, скандал какой-то есть? Типа, слишком это... Что там опять, дизайн не понравился или что, Олег? Так, что, не могу вдуплить? А, нет, вот он все. А, не цепляется. А, это я видел. Эту штуку с перекраской я видел. Бред, конечно, на самом деле, но что поделать. Люди хнёй страдают. А где это, кстати, Oculus? これ Похоже на желоб для питания подъемника, да? Он в довольно плохом состоянии, но, по крайней мере, это значит, что мы движемся в правильном направлении. でもこれはつまりオイラたち Движемся или не движемся, я хочу понять, где Oculus. だよな Хотя ладно. Начать обслуживание двигателя. Начинай. Кто тебе не дает? Ну, начинай. Объект активирован. Какой объект активирован-то? Я не понял. Что там активировалось-то? А, ну да. Ну, скины на самом деле и правда красивые. Как по мне. Так, что я не вду... все. Да, блин, тупая стена. А где тут Oculus? А что, прикалываются или что? Нашел. Это один, а где второй? Все. Или нет? Ничего не понял.
А, все. Небесный путь. Падение в космос. Требуется огромное количество энергии, чтобы запустить его. Да ну нахуй. Фантастика. Да типа путь в Селестию. エネルギー不足を検知。天の船の起動に失敗しました。動力停止 Да-да-да. Это типа эти, как называется, инклюзивность странная вот эта. 天の船ってこのリフトのことか？どうやら月の Это вот эта вот странная инклюзивность, которая без смысла и без логики. 効果でエネルギーを Одно дело, когда ты там типа расовые меньшинства реально защищаешь, а другое дело, когда бессмысленно вот это везде тыкаешь вот эту инклюзивность странную. Да, да? Прикольно. Ну, у Сандрона есть фишка, она типа... Она может своих этих друзей звать на чаепитие. Не знаю только, что за это дают, но фишка такая есть как бы. Луноку. Вот здесь еще один терминал. Никаких лунных лям. Какая приятная неожиданность. Я то попробую посмотреть, сработает ли. Хорошо. А, да? Ну прикольно. Терминал активирован. Идет считывание информации. Вами предвкушает, что на этот раз мы найдем совершенно неожиданную информацию. Нашла. Полный инженерный чертеж. Он выглядит совсем новым. Да, и Пайман внимательно посмотрит. Эта штука слева снаружи выглядит точно так же, как кольцо Унги-Унги. Что это за две штуки справа? Схема в правом нижнем углу — это энергетический центр всего комплекса. Он расположен под землей. Отлично, значит это и есть наш пункт назначения. А что это за объекты в правом верхнем углу? Это, конечно, точка небесного пути, на котором мы только что ехали. Станция по отвалу космической формы жизни. Станция по отвалу космической формы жизни. Прямо не ослышалась? Ну, короче, продают перца ради того, чтобы его продать, и все. Решили денег загробастать. Как и в Вуви, короче. Все, что сейчас в Вуви в последнее время не делается, все ради того, чтобы загробастать денег с фанатов. В общем и целом, это комплексное сооружение, состоящее из экосферы Унгиена и станции по отвалу космической формы жизни. Его создателя звали Унгиен. Он был исследователем в области естественных наук. Он верил, что среди звезд обитает множество таинственных существ, которых мы еще не обнаружили. Но есть ли такие существа на самом деле? И зачем их ловить? Чтобы опровергнуть теорию Ипниубиума. Он полагал, что сигнал искусства, принятый драконами, был неответным посланием их владыки, а исходил от загадочного существа из глубины звездного неба. Снова это сигнал? Да, поэтому он построил станцию для отлова в космосе над кругом Умгена. Какая безумная идея, и у него получилось? Нет никаких записей об этом. Возможно, на станции найдется больше информации. Пойма согласна, но сперва нужно разобраться с энергоснабжением. Согласно чертежам, система энергоснабжения находится под землей. Вперед. Вот это будет интересно, под землей Луну посмотреть. Подземную Луну, точнее. Зона повышенной архилунной бури. А, вот это архилунная буря, во. Используйте архилунные волны, чтобы открыть барьер.
Где он? А вот, тут второй есть. 外 Так, はどうなってるん что だ там снаружи происходит? Ну да, так в Муви произошло. Сначала типа поощряли, делали вид, что они хорошие разработчики, а потом как всегда. Так. Или да, или наступает кризис идеи. Что там снаружи происходит? 端末の記録だ Терминал фиксирует огромное データの скопление 地下には高濃度 высококонцентрированной 鉱物の энергии 力 древних の лун 海 под が кругом 広がってて Гунгена. Она снабжает энергией весь 施 комплекс. 設でも Но при 高 рассеивании 濃度の焦げつの высококонцентрированных... 力が拡散すると Кстати, помните про Шапуру? В Китае есть сейчас набор на на первую альфу. Скорее всего, ну, то есть даже не бету, а альфу сейчас проходит. Но при рассеивании высококонцентрированная энергия древних лун вызывает бури, которые наносят вред живым существам. 心配しない Но で не волнуйтесь, это поле 阻害立場が окклюзии может временно задержать их, пока мы не выйдем за пределы зоны действия генератора. Поле окклюзии. Кто объяснит, что это такое? 旅の収穫だ。 Силовое поле окклюзии бури. А, то есть мы еще ниже. Вау. あれ Вон там подземный лес. Теперь пойман победовался. 森があるんだなまだ下に Мы 行く все еще спускаемся как... いくらなんでも深すぎ Вот тебе фрукты Ерминцева, кстати. 根っこを深く Тоже, чем глубже уходят корни, тем выше вырастает 立つん дерево. だよなってことは Станция плато космических пород жизни точно построена где-то очень высоко. すごく高いところに立 А, то есть мы еще ниже опускаемся? つ Фига себе. 竜族は本当に Потому что это очень любопытно. Драконам удалось себя поймать каких-нибудь загадочных космических существ. Да, ГГ нашего. Фига, это двигатель? Чё себе? Крукунгена. Офигеть. Вот тебе Эрвинсу. Местный. Офигеть. Вот что? А локации делать разработчики Геншина умеют. Вообще. Офигеть. Сама диагностика второй турбины. Обнаружены две неисправности. Сама диагностика третьей турбины. Обнаружена одна неисправность. Ну, я пока что Ананту жду. Да, Вадос. Хребет небесного корабля. Небесного корабля. Гигантское устройство, питающее круг Лунгиена и черпающее энергию из подземного моря энергии древних лун. Оно стало вершиной знаний, накопленных учеными древних драконов. Однако теперь ему требуется тщательная проверка и капитальный ремонт, чтобы вновь обрести былое величие. Короче, это как натребать это Эрминцу. Центр этой энергии этой. Элементальной энергии.
Эй, не туда, дурында. Вторая турбина восстановлена. Реально какие-то нанотехнологии драконов. Третья турбина восстановлена. 外は焦げつの嵐が吹き荒れ Это какой-то, блин, динамо-машина, блин, какая-то, блин. 駅まで近づいたタイミングで飛ぶぞ Гигантская. А где это? Ну. А туда теперь? Да, блин, ты заколебал, давай лети уже. Ой-ой. Ай-яй-яй. Мне вверх теперь подняться. А, ну тут есть прыгалка какая-то. Я вообще не пойму, почему в этих играх ГГ какими-то дебилами делают, я не пойму. Зачем? Четвертая турбина восстановлена. О, дебилы. Алло. Да что ты делаешь? Заколебала уже, блин. Иди в задницу. Да кот. О. Мугенка съел. さあやりなさい演算開始 Тварь. Кто-то жил от 300 лет. 呪言チョックさあ一休みしたいわ О, еще. 行け戦争を開け権限せよ有限なるライフやりなさいついてきて呪言チョックさあ黒卵旅人が魔物を全部やっつけたぞそっちはどうだ Путешественник разобрался со всеми монстрами, а у тебя как дела? これは Это проект Созерцателя Луны. Ой, здесь тоже написано про проект Созерцателя Луны. Что там написано? 計画の詳細 О は проекте ничего не сказано, но есть примечание. ウージエン先生 Моим наставником Гиену и его возлюбленной Магис Дети. Ваш вклад в проект Созерцателя Луны не будет забыт. こういうのって Звучит так, будто это написал студент Академии. Наставнику Аль-Хатаму благодарю за вклад в мое обучение, что-то в этом роде. Сам он тоже написал благодарность. Он видел это на рабочем столе Аль-Хатама. Наверное, это написал кто-то из его студентов. Кто тогда оставил эту запись? 内容は
Это все, больше никаких записей. Паймана думала, мы узнаем больше. Ладно. А что там со системой энергоснабжения? Отремонтировано. Сейчас запущу. О, получилось. Эти огромные диски крутятся так быстро, что могут нас затянуть. Неужели нужно бежать сейчас же? Немедленно покиньте... Умги-умги. Пау. Не, ну почему? Обнаружена неисправность. Немедленно перейдите к аварийному выходу. Просто в играх Hoyoverse... В играх Hoyoverse обычно ГГ это сторонние наблюдатели как бы. Мы действительно пойдем этой дорогой, путешественник, будь осторожен. Понимаю, там всех нафиг стерло. Вот это! Айхенда. Как удачно мост сломался. Вот это удача-то делать, пойдем вверх намного легче. Умная тема, так мобов стерочь в порошок. Теперь куда? Куда идти-то? Да блин, лети давай уже, наверное. Турбина достигнута максимум. О, время увеличилось снова. С этим я согласен, Владос. Реально не тянет на... Не претендует даже, не то чтобы не тянет. Ах. Гениально. А что у меня время уменьшилось-то? Да ёб твою за ногу. Заколебали уже эти турбины. Честное слово. Дебильные. Гавлин турбина. Что за мега-динамо какой-то. Все. Энергию в Ирвинцу подали. Опа.
Обсерватория какая-то. Так, бросьте в яростную атаку на турнирной области. Куругунгена вперед на 4. И чин точки маты. Так, а нам куда? Нам кажется, наверх можно сделать такое. Ну да, кстати. И всегда избранный. То есть обычным человеком не мозг, который случайно попал в ситуацию. Просто, как бы. Или как бы просто как бы по ходу набрался силы и これでこのリフトは動くはずだよな。 поехали. Движение очень плавно, теперь точно не упадем. Прямо все время гадал, как выглядит эта станция по отлову космических форм жизни. И удалось ли ученым драконам поймать какое-нибудь космическое существо? Кстати, путешественник, как думаешь, если бы ты попал туда в те времена, драконы приняли бы тебя за космическое существо и поймали для исследований? Неважно, лучше не зацикливаться на таких странных мыслях. Я парень. 竜族は人を食べ Драконы не едят людей, что в них такого どこが怖 страшного? いの？黒卵。 Лицо у тебя что, переходный возраст, огрызайся на взрослую, как маленькая птичка, которая научилась летать. つもりの小鳥が親鳥に逆らおうとするみたいだな。あなたは親鳥 Ты не взрослая, и я не маленькая птичка, и у меня нет крыльев, чтобы летать. Покажи в том же духе, и память конфискует все твои закуски. Выглядит как подъем в Селестию прям. Фига. Он ты вот. Прикольно. Так, все, мы это на так. О, Сумеру! Я Сумеру! あれはテイワット Натан? こんな角度から見るの А, впервые смотрю с такого ракурса, как красиво. すっごく綺麗だな。オイラたちもしかして宇宙に出るのか？ А вот то, кстати, что боками закрыто, это снежная, наверное. 出るなんてな。 Солнце по оттоку космических форм жизни действительно находится в космосе. Ух ты, молодец, Умдюнги. Мы что, еще не приехали? А вот доехали. Так, вот она станция. Так, проход вот он, я так понимаю. В невесомости ваше тело как никогда легкое. Во время движения следите за инерцией. А тут еще инерция есть. Ля, мы теперь еще себя этими космонавтами почувствуем. Офигеть.
Ну все, 宇宙に出ちゃったみたいだな。 это правда? まずは慎重にこの辺りを調べてみようぜ。怖い生界生物が襲ってきたりしないよな。 Вау! А вон она луна, кстати. Офигеть. А, так еще можно ускориться? Прикольно. Мяу. Опа, вот они 3 луны, кстати. Вот ты вот. О, Колумбайна. Мэгги, как дела? Мэгги? А, вот она. Мега-кухленки. Унги ушел, когда мы... Подожди, у нас гости. Путешествие пойман, как вы? Колумбина, это правда ты? Наконец-то мы тебя нашли. Мы не помешали заглянуть без предупреждения? Конечно нет, я очень рада вас видеть. Можно сказать, что это приятный сюрприз. Пойман была права. Но как вы оказались на Луне? Долгая история. Сила притяжения Луны в действии. Она оказалась способна притянуть ваше путешествие на свою орбиту. Мама никогда бы не сказала в такой ситуации, если бы яйцо не было такой рассеянной. Яйцо, тебя так зовут? Меня зовут Нинин. А Нинин или яйцо? Пойман, пожалуйста, не вини ее. В произошедшем есть и моя вина. Пойман пошутила, но почему ты так говоришь? И что, собственно, произошло? Дай подумать. После того, как я вернулась на Луну, у меня появилась идея. Я хотел прибраться здесь, а потом пригласить друзей в гости. Так, ты собиралась устроить лунную вечеринку? Да, поэтому я направила свою силу во всей Луне, проверяя каждый уголок, чтобы убедиться, что там безопасно. Вскоре я обнаружила нечто, чего не могла понять, в том числе Нинин. Я до сих пор не знаю, как она такая и какому виду принадлежит. Яйцо, она же обычная кухонька, только немного темная. Нет, она сильно темная, но в этом же нет ничего страшного, верно? Я бы сказал, что их происхождение различно. Те, кого мы видим в этой вате, рождены из моей кухоньки. Но сила, протекающая через тело кухоньки здесь, берет свое начало от Луны более древней эпохи. Но помимо этого в теле Нин скрывается еще кое-что, что не связано с Луной. Не связано с Луной. Неудивительно, что ты сказала, что она не кухоньки. Возможно, именно поэтому такие, как она, ведут себя по-особому. Как именно? Я нашла Нинину в подземном лесу. Она была очень слабая и без сознания. Я попыталась вылечить ее при помощи кувырки, но эффект был незначительный. Когда я вынесла ее на поверхность, я заметила, что она начала неосознанно поглощать своих сородичей, и лишь после этого постепенно пришла в себя. Поглощать сородичей? Кухоньки никогда бы так не поступили. Только некоторые создания бездны способны на это. Но в Нинин нет ни энергии бездны. Я поглотила сородичей, я не помню. Потому что в тот момент еще не полностью очнулась. Наверное, мне следует использовать слово слияние. Они пожертвовали собой, чтобы помочь тебе пробудиться. Звучит не так уж и страшно. Но прямо все равно тревожно. Я тоже волновалась, поэтому привела ее в чертовку серебряной луны, чтобы держать ее подальше от сородичей. Так ты сделала это в целях изоляции. А что насчет обычных кухоньки? Их яйцо не поглотило. Не волнуйся, такое происходит только с Нин и ее сородичами. Почему она приняла твой облик? Я отложил ей свою силу, чтобы дети Морозной Луны увидели черную кухоньки, но не найдя меня, не начали беспокоиться. Но я не ожидал, что ты вернешься сюда. Прости, но я должна выполнить свою миссию. Я не знаю, в чем она заключается.
Но гравитация Луны вернула тебя сюда. Возможно, я смогу помочь. Вы сказали, что она может поглощать энергию древних лун из терминала в руинах. Это более безопасный способ. そうだな。 Ах да, по дороге сюда мы встретили других сородичей яйца, но они не поглощали себе も подобных. しかして Может быть, причина в том, что ей хватило энергии древних лун в терминале, чтобы напитаться энергией? かもしれないね。 Вполне возможно. でも Тем не менее, яйцо не смогла поглотить ничего из терминала ухода в круг Унгиена из-за влияния силы Луны. Это твоя работа, Унгиена? ううん。 Нет, причина в волнениях лунного моря. Они вызвали архилунную бурю, которая в свою очередь принесла сюда высококонцентрированную энергию древних. 私も И по случаю я направилась туда, чтобы разобраться. В противном случае эта сила несет вряд ли всем живым существам, кроме Кухни. それは何と Так し не ても пойдет. 解決 Пайман очень... おいら Пайман хочет лунную вечеринку. Что случилось с лунным морем? マーゴ Мэгги. さっきの Это же мега-кухонки, которую мы видели. この子はマー Ее зовут Мэгги. Лунное море ее дом. Она приобрела свой нынешний облик благодаря высокой ゴの концентрации と энергии の древних の лун. 力の Еще у нее есть 影響で близкий друг по имени Унги. お О, значит, есть два мега-кухонки. うん Да, но Унги в последнее время очень раздражительный. Он подрался с Мэгги. Последствия этой ссоры взбудоражили лунное море и вызвали бурю. たく Друзья должны водить, а не драться. Пайман и путешественники никогда не дерутся. なんてしちゃダメだぞ Я забочусь о малышах. 自分 Пайман уважает старших. Вы отличные учителя. Вы научили меня, как водить с друзьями. Тогда мы поможем. Мы померим мегагуфенки. それだけじゃ К ダメ сожалению, этого недостаточно, ведь археолунная буря уже началась. Поэтому я планирую извлечь источник древней луны, расположенный в центре лунного моря, которое находится в самом сердце энергетической бури. Вот таким образом получится не только ускорить эту бурю. Если они вдруг снова повторятся в будущем, проблем не возникнет. そうだと思う Думаю, да. Тогда отправимся в путь. Чем раньше решим эту проблему, тем раньше сможем помочь яйцу. Пайман очень любопытно узнать, в чем состоит ее миссия. おいら君たちが来る前 Я следил за передвижением Унги еще до вашего прибытия. Если мы не хотим причинить ему вред, лучше подождать, пока он уйдет, и только потом забрать исток древней луны. После этого мы попробуем помирить его и Мэгги. Мэгги сказал, что он не может уловить колебания энергии Унги. ウージのエネルギー反応が Значит, что он ушел куда-то. Что, постой, получается, он может прекратить здесь время? 止めしちゃってたのか Да, реально. В мире животных. 大丈夫 Не волнуйся, если подпишем, то еще ちょっと успеем. 待って Пожалуйста, подождите. 彼女に Я хочу задать ей вопрос. マーゴに Мэгги, конечно, но она вряд ли сможет ответить. マーゴ Мэгги, здравствуй, меня зовут Нинин. あなたは Тебя зовут Мэггис Гетти? マーゴジェッティ Мэггис Гетти, это имя было в それ терминале. ってさっきの端末に記録されて Это возлюбленная Унгиена? そいつが Она превратилась в мегакухенки? Как такое возможно? Да, второй Унги, неужели? 私にもどう Я не знаю, что произошло, но это может быть Унгиена. どうしたの Что случилось? Вы выглядите удивленными. 二人の竜 Два ученых дракона и проект созерцательный. へえ Моя родина — это эти секреты, о которых тоже я не знал. ひとまず Пойдемте со мной, как только решим проблему с архивной бурей, у нас, думаю, появится возможность поговорить с Инги. Тогда вперед. マーゴ Мэгги, укажи путь моим друзьям. して Так, а тут сундука случайно нету? Взор, обращенный к миру. Правильно идем вообще? Или сюда? Да. Как дракон в кухоньке превратился-то?
Ничего, что? Ну, вкусно. А, всё, я 降 понял. りるのか Ну, 心配しな не い волнуйся, со мной будет 私 будет がついてるから大丈夫 Ой, снаружи станция полная. 外に Снаружи 何か станция 残骸 полная が бомб. たくさん散らばってるぞうん Похоже, здесь произошло серьезное столкновение. 何かが激しく衝突したみたいだね衝突まさか正解 Неужели это правда существо из космоса? うん Нет, это скорее всего из-за какого-то космического корабля. Я не приближалась, ちゃんと но 調べては он な там いけど あそ скоро こに сами ある увидите. から君たちもきっとすぐ目につくはずそういえば Кстати, на этой станции тоже нет терминала, который вы ищете. Возможно, его тоже выбило. 衝突の衝撃で宇宙に弾き飛ばされちゃったのかな Интересно. Она говорит, что там еще есть терминал, какой-то этот корабль, оказывается. А, прикольно, мы вместе с Колубиной спускаемся вниз. Не на лифте. Я сам мы спустились. Это было даже безумнее, чем падать из спасательной капсулы. もう少し私に Держитесь ко мне ближе, мы сейчас 加 ускорим. 速するから А, только не снова. 焦げつの嵐が迫ってきてるね Но ты сам подумай, смотри. Когда Морстат вышел, они наверняка уже что-то планировали про Натван. Ну, то есть, не в идеале, но планировали плюс-минус. Пока прошло 4-5 лет, конечно, редконы произошли. Это вполне вероятно. То же самое у нас со Снежной может быть, когда мы до Снежной доберемся. Так что это как бы логично. Я вообще, по-моему, ну, хотя не знаю, я по своему опыту, сколько я уже играю в игры, это вообще нормальное дело, как по мне. В большинстве игр. Особенно игры, которые уже вообще чуть ли не 20 лет существуют. Так что, ну, я не знаю, что они там возмущаются. あの青いとこは И синие места. 高濃度の焦 И げ синие места, там высокая концентрация энергии древних лун. Лучше не касаться их. Да и Натван вообще был самой лорная бомба из всех существующих. То есть мы в Натване больше лора узнали, чем где-либо вообще. И по сути Натван это вообще территория драконов фактически. Потому неудивительно, что там драконьих технологий и странных, как бы сказать, странных этих странных ну, стиль странный и все остальное странное. Потому что там люди на станках драконьих цивилизаций живут, как бы. Плюс на Натван сам выходить нельзя за пределы. Не знаю, мне Натван понравился. Он был вообще прикольный полностью. С вами все в порядке? 孫が少し Мэгги ранена, но угрозы жизни нет. Как же так? Разве они не пора? えっと То есть так называемое домашнее насилие. どこでそんなこと Где-то таких слов нахваталось, ладно, надо его остановить. Вы же видели, да? Ноги весь черные, прямо как яйцо. でも Единственное отличие в том, что он огромный. Может, он съел слишком много своих も сородичей? しかして他の黒卵をいっぱい食べたのかパイも Подожди, пока я стану такой же большой, как он. Тогда я тебе отвечу прямо. Ладно. И что теперь делать? Может, отступим и дадим другого шанса, раз Унги вернулся? У нас нет времени. Лунная буря приближается к кругу Унгена, а там до сих пор обитает множество маленьких существ. Позаботься о Мэгги, а мы принесем листок древней луны. Хорошо, но будь осторожен. 孫の治療 Мне нужно время, чтобы вылечить Мэгги. Пожалуйста, отвлеките Унги и 次 дождитесь меня. 月の海には В лунном море обитает несколько малочисленных стаи кукенки. Я попрошу их помочь тебе. Хорошо, мы займемся с этим. 私も Я вам помогу. そうよ Так,
Необыкновенные кувшинки, обитающие на Луне. Их появление якобы связано с образованием лунного моря. Они живут в группах и способны изменить форму с помощью энергии древних лун. おこいつらが Это те самые кувшинки, которых Колумбина прислала нам на помощь. 道案内してくれてるみたいだな。 Они указывают つい дорогу. ていこうぜ。 Советы и крылья. Так, нам тут тоже. Так, а где около? А, вот он. Лунное море, блин. Вот телепорт. なんでここに集まったまま動かないの？あの子たちの仲間が Их компаньоны в ловушке. Нужно сначала их освободить. まずは助け出さないと。 Так, кого там спасать надо?こいつらすごくぴったりくっついてるな。 Они... まるで何かを真似してるみたいだぞ。 Блин. Толстый. Ничего, я понял. А, все, мне можно дальше идти. Ну, тоже может быть вот, что цель была привлечь новую аудиторию. あのクラゲの姿を Согласен. 真似できたら、オイラたちを乗せて向こうに渡れるんじゃないか？うわあいつら本当に真似できたぞ。すごいな。 Вот тут покемон какой-то. Блин, надо было, я чуть не подумал, надо было телепорт активировать там. Ладно. 見ろ、月霊が魔物に襲われてるみたいだぞ。え？群雄月霊たちは盾になって他の月霊を守ってるのか？ くだらない。 Ударная. 戻れ。 呪言律流呪言内向意図美しきかな。いけるわね。 И чё, чему? На кого свою кастрюлю поднял? 一休みしたいな。ついてきて。
収穫だ。 Так, поскольку я не мог копировать медуз, то смогли они скопировать и такого кита. Получается, что смогли. Фига! Ворочался она. Видно заметил. Умги-умги. Этот тварь нас подстрелит еще. Абунаката. Защит какой-то. Окулус. А где Окулус? А где Окулус? Алло. А где он? А, тут пещера какая-то. Так. Мимикрирующий щит. Все, я понял. Да, блин. Какого хрена меня телепортировал на этот, на эту? О. Фига, жахнула. Урод. Ты чё там? Колумбина вернулась. Она прикрывает нас. Все, теперь у нас Колумбина на этом, на бомбардировщике летит. Закрепала. Колумбина на бомбардировщике летит. Так. Наконец-то мы получили столь древние умы. Наша миссия завершена. Я чувствую, здесь есть нужная мне информация. Что так? Так ты не просто собираешь данные из терминала. Выглядит как естественное образование. Нет, она искусственная, я это чувствую. Вот тогда будь осторожен. Я думаю, нам-то должна быть. Если нам-то делать по образу Wind Meat, я думаю, это будет вполне хорошее. Там Wind Meat сюжет интересный. Как я и думала. Это энергетическая форма, созданная умным ученым по имени Усалим. Такой Усалим. Ученик Иены Магис. Вероятно, это он оставил сообщение в терминале. Когда-то лунное море было лабораторией лунной завесы Усалима. Лаборатория лунной завесы? А что это? Это великий проект по сокрытию Луны. Спрятать Луну, вот это да. Эти парни, то есть драконы, строили грандиозный план. Как они собирались это осуществить? Принцип не совсем ясен, но все как-то связано с его наставником Геном. Салим успешно провел эксперимент с миниатюрной лунной занавесой, применив ее к кругу Гена. Павел вспомнил, круг Гена снаружи выглядит таким пустынным, но внутри он совсем другой. Так вот как и действует лунная завеса.
Верно, успех миниатюрной завесы позволил проекту перейти на следующий этап. Здесь был построен гигантский генератор завесы. Он мог скрыть всю Луну, но сейчас Луна не скрыта. Это потому, что прежде чем завеса была опущена, существо из-за предела звезды пронзило ее. Устройство вышло из-под контроля. В лаборатории произошел взрыв. Все обратилось в прах. Только глубоко под землей, возможно, еще остались какие-то следы. ちょっと待てよ。 Постой, существо из-за предела звезд. Неужели это 天外から музыка небес? その存在の Никто не предвидел его появления, но оно изменило все. ロシャリムの По замыслу у Салима проект «Лунная завеса» был важным этапом проекта Созерцателя Луны, но был вынужденно прерван. それで Что же такое этот проект Созерцателя Луны? Осторожно. О, Унгер внизу, скорее опрячемся. Это Колумбина и Мэгги, они пришли помочь. Они еще и телепортироваться умеют. Огромные бледные кукинки, которые из-за умных или оно утратило разум, избавьтесь от них. Ага. Унги что? Совсем с ума сошел, поможет. Его тело словно опутано узловатыми лунными лианами. Неужели это то, что свело его с ума? Может попробовать его убрать? Может попробовать убрать с него эти лианы? Сработало. Нужно избавить от этих лунных лиан. 受け止めたよ。 Ну, кстати, у драконов же что-то повышенная способность к адаптации. Вот они, наверное, и приспособились к этому. К лунному морю. Представляю, вот этими мегакухинки. И ты. Hola, hi, Nana-san. Видишь, что играет. И куда он улетел?
子たちについていこう。 Не отставать от Моши. Реально Моши. Фига, он назад стреляет каким-то раком. Ну да, вышел бы Бумба, например, первый, все бы Буму сравнивали, или этот, как его там, Аркнайт, во. Ну, этот, который сейчас вышел Аркнайт, Энфилд. ウージはおとなしくなったみたいだな。 Уди, кажется, успокоился, значит, виноваты умные. Но он по-прежнему страдает, и я вижу это. Его мысли хаотичны, но он не может общаться со мной. 体内の情報の Это из-за информации, которая находится внутри него, я чувствую это. 私と Он и я одного 同じ вида. 黒卵。 Яйцо, что ты собираешься делать? あの体の中 В に его теле хранятся данные с терминала круга Умбина. 覚えてる？ Помнишь, рядом с терминалом тоже росли лунные лианы? つまり Ты хочешь сказать, что он поглотил информацию из терминала? Да, думаю, в этих записях содержится проект Создателя Луны. Наверное, именно поэтому я здесь. Но это слишком опасно. パイモン。 Паймар, позволь мне не に подойти. もあの子は月 Она родилась на Луне, а я, опасаясь за ее безопасность, отправил ее за тысячи миль от дома. 離れた場所へ送っちゃった。それでも Она сделала все возможное, чтобы с вашей помощью вернуться сюда, на родину. И все ради того, чтобы выполнить миссию. Ее решимость вызывает восхищение. たとえ君たちが Я не думал, что она хочет, чтобы ее защищали, даже если это делается из-за добрых побуждений. Колумбина. こいつが Именно ее странное и именно ее старание и беспокоит Пайман. Несмотря на то, что она переживает бунтарский период и уже давно не проявляет к Пайман никакого уважения. 反抗期を Когда 過ぎれば бунтарский период пройдет, наступит период зрелости. パイモン Пайман, если ты меня отпустишь, я буду уважать тебя так сильно, что даже Луна покажется маленькой. Но он такой огромный, а вдруг он тебя поглотит? もし本当に Если это случится, то это тоже будет частью моей миссии. お前 И как же можно быть такой そ упрямой? れが今の Можно сказать, что она упрямая, にある но можно также сказать, что это ее заветное желание. そうだよ。じゃあ Да. Тогда дерзай, Нинин, я верю в тебя. Пусть умный свет станет свидетелем твоего выбора и 信じてるよ благословит тебя в пути. А こ это? れを Я тоже верю в тебя, яйцо. ありがとう。 Спасибо вам, тогда начнем. Давай же, яйцо, ты перерастешь этот бунтовский период. Пойман уверена. 私なら Справлюсь. У меня получилось. 思ってたより Может, все не так плохо, как мы думали. Это замечательно. みんなありがとう。 Спасибо, мне удалось получить важную информацию. Я знаю, что произошло в круге Унгиена и на станции по отлову космических 一体 форм жизни. 何があったの Так что же случилось? Мне тоже очень интересно. あの新宇宙から Что дело в загадочном сигнале из глубокого космоса? Он наконец-то появился снова. Спустя много-много лет после смерти первого проходца дракона. Но даже несмотря на это, башня Создателя Луны, которую он спроектировал, около имени Белого, зафиксировала координаты исходящего сигнала. Наконец-то! Как здорово! Откуда исходил этот сигнал? Из глубины космоса, далеко-далеко от Луны. Настолько далеко, что космический корабль едва смог бы долететь туда. И даже в этом случае у него не хватило бы энергии на обратный путь. Но экспертов в области биологических наук Унгиен все же решил сесть за штурвал космического корабля под названием Созерцатель Луны и направиться к этим координатам. Он что, сошел с ума? Он не собирается возвращаться?
Возможно, ему было достаточно того, что он сможет расшифровать сигнал, и на таком расстоянии он, вероятно, смог бы отправить ответное сообщение. Что случилось потом? Он исчез в море звезд, и с тех пор драконы не получили от Созерцателя Луны никаких сообщений. Значит, он потерпел неудачу? Нет, прошло еще несколько лет, пока однажды станция по отлову космических форм жизни не столкнулась внезапно с неопознанным объектом. После завершения аварийных ремонтных работ исследователи обнаружили, что объект, протаранивший станцию, был космическим кораблем-невидимкой. Корабль-невидимка, неужели это? Да, это был Созерцатель Луны, который по какой-то причине оказался замаскирован. Жена Мугиена, Магис, первая пошла в космический корабль. Но внутри она обнаружила лишь черное шарообразное существо, покрытое шипами. Ультралунные спектрометры показали, что это существо соответствует информационным характеристикам Мугиена. Что случилось? Магис провела серию проверок и обнаружила, что ее возлюбленный сливается с каким-то таинственным существом. Это та самая загадочная космическая форма жизни, которая послала сигнал. Она проглотила Мугиена, его можно спасти? К сожалению, ученые и драконы никогда не сталкивались с подобной ситуацией. Не зная, что делать, они могли лишь беспомощно наблюдать, как Унгиен превращается в совершенно новую форму жизни. А затем Унгиен очнулся и передал драконам послание. Какое послание? Об этом информации нет. Серьезно? Опять чего-то не хватает? Бедный Унгиен. Он хотел поймать инопланетное существо, а в итоге сам оказался пойманным. Не совсем так. Судя по бортовому журналу, существо, которое послало сигнал, не нападало на Унгиена. Наоборот, оно по собственной боли он по собственной боли слился с этим существом. Это, скорее всего, есть планет. Да. Что? Через полчаса. Точно, да? Да. Потому что у меня уже было сейчас стола, потом уже дома, там уже. Хорошо. Да. Таким образом, это существо смогло преодолеть языковой барьер и передать сообщение драконам. Такая удивительная ситуация. Судя по всему, это сообщение может быть и ключевым элементом проекта Созерцателя Луны. И мне все больше интересно, что там сказано. Придется поискать в другом месте. Ген выжил? Передав сообщение, Ген начал умирать. Но Магис, которая сама была экспертом в области биологических наук, применила к нему экспериментальный метод, который позволяет преобразовать живую форму в сущность, состоящую из чистой энергии древних лун. Звучит очень похоже на преобразование жизни в флагистон. И у нее получилось? Только наполовину. Она спасла его тело и создала Унди, первого искусственного рожденного кукольника на Луне. Но в ходе этого процесса сознание Унгиена полностью было отключено. С тех пор она посвятила всю себя изучению этой новой формы жизни, вплоть до самой смерти. Затем она попросила своего ученика Усалима применить к ней ту же технику, в результате чего она превратилась в новую форму жизни. Ее сознание не сохранилось, как и сознание Унгиена. Так вот, что с вами произошло. В таком случае, я думаю, что именно Усалим унаследовал послание, которое существовало из космоса и передало драконам. Он создал где-то исследовательский центр. Скорее всего, именно там мы найдем ключ к проекту Созерцатель Луны. Пусть его исследовательский центр больше не существует. Вы что-то обнаружили? Он был уничтожен сошедшим с небес. В таком случае, боюсь, на ум приходит владыка небес. Тоже так думаю. Завеса, способная скрыть луну, очень похожа на лживое небо. Точно, прямо как ранняя стадия лживого неба. Но его научно-исследовательский институт уничтожен. Возможно, он сам погиб в этом взрыве. Я полагаю, что все обстоит с точностью да наоборот. Усалим не погиб, и его исследования сохранились. Почему ты так думаешь? Смотрите, кроме самого лунного моря, ни одно из сооружений драконов не было разрушено. Ни Ока Ибни Белома, ни Круг Унгиена, ни станция по отлову космических форм жизни. Их существование не соответствует плану тех, кто изменил этот мир. Хочет сказать, что Усалим каким-то образом защитил их? Да, возможно, он заключил сделку, используя плоды своих исследований, и впоследствии последовало за владыкой небес. Пойман согласна. Если так, то вполне вероятно, что он продолжил проект Созерцателя Луны, но где? Я знаю еще одно место на Луне. Если проект Созерцателя Луны где-то сохранился, то именно там. Но... Нин, ты ничего не утаиваешь от нас?
Среди себе подобных только ты ищешь свою миссию. そういえば Да, так и есть. Друзья яйца кажутся такими беззаботными. Не волнуйся, я не буду заставлять тебя отвечать. Я хочу узнать тебя получше. Потому что один из терминалов, которых мы видели, не содержит информации о тебе. Я тоже не уверен. Все в порядке, мне просто интересно, если не хочешь об этом говорить, не говори. Мы тебя доверяем. Что если я действительно что-то скрываю? Мне тоже любопытно. Скрывать что-то не обязательно плохо. Я научилась этому у одной подруги. Но если я расскажу, что, пожалуй, заберу подаренную тебе шляпу. А потом выброси все припасенные для тебя вкусняшки в лунное море. Я понял, обещаю, что не буду от вас ничего скрывать. Я верю тебе, Нинин. А теперь пойдем со мной. На обратной стороне Луны находится база, и мои способности позволяют определить, что она огромная. Я хотел оставить ее напоследок, ведь на то, чтобы провести ее в порядок, наверняка уйдет немало сил. Но, по-видимому, уборку придется перенести на более ранний срок. У меня предчувствие, что именно там мы найдем ответы на оставшиеся вопросы. Спасибо, Як. А как мне отблагодарить вас? Мама, тебе не кажется, что Нинин повзрослела? И правда, заговорила о благодарности. Но мы ведь друзья, так что не будем об этом. Да, этому меня научил он. Нинин, ты тоже можешь поучиться. С удовольствием. Следуйте за мной, когда будете готовы. Одна на Луне. 旅の収穫だ。Готовы, готовы. Давай. Следуйте за мной, как и в прошлый раз. Только Пайман почему-то никогда с нами рядом не летает. В чем же выражается ваша дружба? Ну, мы делимся друг с другом вкусной едой. Пайман отличный вкус, особенно когда дело касается сладостей и закусок. Мы часто болтаем вместе, играем. Часто где серебряные луны. Я помню это место, оно было очень красивое. Там были и другие студенты, но я забыла подружиться с ними. Потому что ты помнишь только о своей миссии. Ничего страшного. Когда мы закончим это дело, пусть Колумбина тебя туда отведет. Конечно. Пойман может поиграть там в веселые игры. Все равно там никому не помешает. Вечеринка на Луне никому не помешает, верно? Да, вечеринка на Луне, это классно. Звучит интересно. Смотри, впереди что-то есть. Почти на месте. Фига себе. Луна смерти. Какая огромная. Это что? Какая-то база Луны? Охренеть. Это место совсем не похоже на все, где мы были раньше. Выглядит очень опасно. Офигеть! Почему-то у меня возникает странное чувство знакомости. Ты уже бывала здесь раньше? Я только исследовала окрестности с помощью фугайки, поэтому я и сама не знаю, откуда это чувство даже. Офигеть! И все это драконы построили? Фига себе! Кто-то приближается, скорее уходим. Типа система защиты? Если попасть под эти прожекторы, наверняка сработает сигнализация или что хуже. Лучше держаться подальше.
Везде путь за вооруженными ящиками, смотрите. Офигеть, конечно, эти драконы. Неудивительно, что такие продвинутые, блин. あそこはサ Офигеть. ーチライトが密 Здесь 集 слишком много してる прожекторов. Давайте поищем другой путь. 別の道を探そうか。あの浮いてるのなんだか危険そうだぞ。絶対に触るなよ。 Какая-то военная база прям вообще. Капец. またサーチライトだ。でもここには貨物 Опять прожектор. Хорошо, что здесь тоже есть ящик. 隠れて進もうぜ。 Ну, может быть, и черный город. Но выглядит эпично. Очень эпично, офигеть. Тут еще музычка такая классная. まずいとサーチライトに見つかったみたいだ。一気に駆け抜けよう。見ろ。 Смотри, скорее, это же ход, да? Северная новая точка телепортации. Спасибо. Ну почему? Они всегда супер эпик делать умели. この基地の奥へ進 Сюда め можно そうだ проникнуть и ね。 будет база. 今でもちゃんと Кто бы мог 動いて подумать? るなんて。 Экономия, разлом. Кто бы мог подумать, что база до сих пор работает поразительно. Но это же технология такая. 下手に触ら В ない таком случае давайте не будем отвлекаться от дел. Серьезно, Пойма, думаю, раз ты с нами, мы тут все вверх дном перевернем. Ты не боишься, что все повторится, как когда мы летели на Луну, с трудом успели на корабль? Пойма совершенно забыл об этом. А вообще, зачем базе система уничтожения? Придется пробраться туда тихонько, как в старые добрые времена. Да, честно говоря, мне тоже хотелось бы узнать, что там внутри. Да и тайком проникнуть в собственный дом, это довольно необычно. それに К тому же здесь у меня возникает странное ощущение, что это место мне あ знакомо. の不思 Сейчас еще окажется, что Колумбину здесь и создали как раз таки. Офигеть, это как эпично выглядит, жесть. Черная крепость. О, черная крепость! Только не город, а крепость. 191. Ты был прав. Вестибюль. Да, блин. Фига себе, шандарахнуло. Да, какого хрена она меня выкидывает назад? Алло. Дебилоиды. Какие археонные волны, блин, на. Археонные волны. Да. На, отвлекайся. Капец. Отлично, еще один терминал. お前の出番だ。 Давай будет надеяться. Терминал активирован. Отправляю запрос на получение данных базы. Данные базы получены. Это что такое? А, все, теперь карта у нас есть. Начинаю поиск по запросу проекта созерцателей Луны. Ничего не найдет. Начинаю поиск по запросу Лусалим. Есть. Я нашла исследовательскую лабораторию Лусалима внутри базы. Вот это находка. Скорее пойдем посмотрим. Изучение инженерной схемы и маршруты базы. Достаточно идти вперед, и мы будем на месте. Есть какая-нибудь информация? Начинаю поиск дополнительной информации. Властелин тьмы, вернувшийся из Звездного моря. それは Это еще такое. Данное свидетельствует о том, что существование этой базы
диктована волей властелина тьмы. Эта постройка была возведена позже всех остальных, что нам встречались. Ее нижние уровни ведут к ядру Луны, в котором есть расщелина. Из трещины в ядре вырывается нескончаемый поток энергии, древних, питающих базу. Ее цель превратить Луну в космическое оружие. Космическое оружие, тогда получается, что это властелин тьмы. Вероятно, это вернувшийся владыка драконов Нибелунг. Этот драконов Нибелунг. Ух ты, мы особенные, раз оказались в таком месте. Сначала небесный порядок, потом владыка драконов, а теперь мы. Звездам и к безднам. Если так, то дальше нам нужно быть в 100 раз осторожнее. Коломбина, если вдруг что-то пойдет не так, защитит нас. А, Коломбина? Коломбина, ты где? Коломбина исчезла? Когда? Ну, скорее всего, это прям Вейдер сразу, я думаю. Мама не заметила, как это... Получается, Дарт Нибелунг, получается, какой-то. По-моему, не заметила, как это произошло. Ты видела Коломбину? Нет, я читал информацию в терминале. Это ужасно. Наша защитница исчезла. Вы только не говорите, пойман, что здесь обитает привидение. Коломбина никогда не ушла, вы не попрощавшись. Должна быть веская причина. Дело в яйце. Нет, она все время читала информацию с терминала. Неужели? К тому же, здесь у меня возникло странное ощущение, что это место мне знакомо. Может, исчезновение Коломбины связано с тем чувством, о котором она говорила. Ей все казалось здесь знакомым. Что же находится на этой базе? Решай, снег, что делать? Пойдем в лабораторию Салима. Здесь можно найти подсказки. Но для этого нужно преодолеть систему безопасности, расположенные впереди. И мы не можем допустить, чтобы по всей базе включилась тревога. Есть способ отключить систему оповещения. Сейчас поймем, посмотрим. Чертежам комнаты на втором этаже слева снова это руки управления. Давай найдем способ незаметно пробраться туда. Незаметно. Тут ключевой. Да, блин, эта хрень задолбала уже исчезать. Постоянно. Она ему уронила нос. Ну, так какого хрена она исчезает постоянно? Заклевала уже. Фига себе. Технологии драконов. Я вообще удивляюсь, как Нибелунг, как Нибелунг говорю. Как этот планет сумел захватить Тайвань. С такими технологиями, блин. Асак, атакующий строй Делим Бабар. Делим Бум-Бум. Расфигачили умника. Да, видно, это рубильник. Эта штука сможет отключить систему безопасности.
Это устройство управления. Но нужно включить систему безопасности и сделать ей и здесь, и в комнате справа. Причем сделать это нужно быстро одно за другой. И как только мы отключим систему безопасности здесь, нам нужно совсем всех много включаться в другую рубрику. Это честно. Ладно. Как мы должны туда быстро так добраться? С этой их дебильной системой безопасности. Ну, типа того, да. Технически. Я еще не туда... Блин! Подожди, я что-то ничего не купляю. А куда? А как? Так, а где проход-то? Ну и... Алло, драконы, а нельзя было как-то объяснить? Что за жесть? И как? Бредятина какая-то. Самое главное, что нужно вернуться назад, пешкадряпом, и активировать. А-а-а! あそこにも巡回マシンがいるぞ。気をつけろよ。 Блин, где мне энергию забрать? Че он опять тут хочет? 部屋のものは全部埋もれちゃってるみたいだな。 Ага. Вот это технологии драконов. Этот, как его? Пульт управления камнем пришибло, а он до сих пор работает. これで問題なく進めるよな。 Ну, сегодня я точно не зайду, пикирую. Меня через 8 секунд надо... Ой, через 8 минут надо заканчивать уже. Я хочу добраться и узнать, что там в комнате того, в лаборатории Лесолима этого. Мне даже не интересно, что там, блин, с Колумбиной... Как это с Колумбиной вообще связана тема? Фига, это что такое? Так мы же включили эту систему безопасности. Они что там, издеваются, что ли? 警備がさらに厳重になってないか。 Да капец, почему меня назад уворачивают? Что за дебильная... Это какая-то... Дебильная у них какая-то система безопасности, блин, вообще. Хотя, как говорится, безопасно она, наверное, точно. Ладно, нас заметили. Сюда. Спайдермен, блин. Хотя не, Бэтмен. とりあえず
Ну, кстати, реально, было бы прикольно, если бы оказался Нибелунг все-таки оказался здесь на Луне. И мы бы сейчас его как раз нашли. またたくさんの И он бы нам рассказал или помог бы, или объяснил бы, как сражаться против... 何かを利用して資格を作れないかな。 Как же меня уже задолбала эта система безопасности дебильная. То есть, нет, сама система безопасности так хорошая, но она дебильная. 旅の通過さ。 Так. Есть. Наконец-то добрались. きちんとしまっておこう。 Или завесу здорово. Главному архитектору проекта «Лунная завеса», создателю игры жизни Нинкиги, руководителю проекта «Созерцателя Луны», моему отцу, Усалиму. Я даю дань уважения твоему вкладу в проект «Созерцатель Луны». За всю свою жизнь я трижды был благословлен великой удачей. Во-первых, мне посчастливилось родиться в эпоху после мастера Ибни Беума, иначе я никогда бы не смог вступить на Луну. Во-вторых, я стал учеником профессора Унгена и Магис, которые никогда сами были выдающимися учеными команды Созерцатель Луны. В-третьих, у меня появилась ты, Нинин. Нинин, твое рождение отличается от нашего. Ты истинное дитя звезд. И потому теперь я передаю тебе проект Созерцатель Луны. Остался лишь последний шаг — создать цикл наследования и обращения в жизни информации и памяти. Изначальной силы Луны, дарованной нам лунной богиней, достаточно, чтобы завершить этот этап. Мне уже не суждено увидеть завершение проекта. Я согрешил перед драконами. Я склонил голову перед ужасным повелителем, что пришел извне. Я дал бесценные результаты наших исследований. Я не стану избегать суда, но ты знаешь, ради чего я это сделал. У меня была своя миссия. Теперь я верю больше, чем кто-либо, что ты одолеешь путь, который никто из нас не смог пройти до конца. Дальше все в твоих руках. После смерти я хочу отправиться к звездному небу. Там я оставлю несколько резинок. Пусть они станут нашими пусть они станут чашами вина, последними в числе моих наставников. А еще я сорву несколько звезд и выложу ими слово посреди ночного неба. Здесь были драконы. И эта штука еще работает? А вдруг там есть какая-то информация? Ниже приведены записи послания, переданного звездным черным телом. Данная версия представляет собой переводное изложение ключевых информаций из... Так. Друг из далекого мира, я рад, что вам удалось получить это послание. Я не знаю, будут ли наши голоса услышаны, но надеюсь, что они хотя бы сумеют рассеять часть мертвой тишины этой холодной вселенной. Если хоть кто-то из вас действительно услышал наш голос, значит нас захватила некая особая сила притяжения. И потому я хочу, чтобы ваша цивилизация знала, под этим бескрайним звездным небом вы не одиноки.
тому моменту, когда послание достигнет вас, наша эпоха наверняка подойдет к концу. Черное опустошение, заклятый враг всякой жизни, распространяется по вселенной. Будьте бдительны. Мы не знаем, где вы, но отправляем это сообщение в надежде, что оно найдет вас раньше, чем тьма. Это послание уничтожено мало, но оно наш свет. Пусть она придаст вам силу. Под звездным небом вы не одни перед лицом неизвестности и тьмы. Светите, пока можете. Один луч света очень слаб, его легко поглощает тьма. Но если прежде чем один луч угаснет, вспыхнет другой, то однажды среди них непременно появится свет, способный пронзить ночную тьму, подобно рассвету. Моей дочери, Нинин, ключевая помощь, которую лунные богини оказали нашему плану, находится в ядре Луны. Ты сможешь добраться туда через расщелину. Ты должна там побывать, помни. Тираниды, да, типа. これが Так, это и есть послание, которое инопланетное существо передало драконам? なるほど Вот оно что. つまり Находится практика Созерцателя Луны был призван отправить сообщение обратно во Вселенную. 宇宙に送っそれだけなら Если дело только в этом, почему нельзя было использовать око и в небе ума? Может, Паймон что-то упустила? Паймон еще раз проверит. Вот и есть носка. Моей дочери Нинин. Нинин, стоп, яйцо, так это дочь Мусулима? Тогда как ты стала такой? Я не знаю, у меня нет этих воспоминаний, почему я ничего не помню. Нам нужно посмотреть ядро Луны. Но как же Колумбина? Мы все еще не нашли ни единой зацепки, связанной с ее исчезновением. Ее исчезновение может быть связано с ядром Луны. Точно. То знакомое чувство, о котором она говорила, должно быть связано с ядром Луны. Паймон предлагает поторопиться. Она. Репродукция с изобретателем. А еще есть второй том в этой штуке. Я сейчас заберу в сундук и заберу Oculus, и на этом на сегодня будем заканчивать. Что-то я не могу понять. Что за бред? На этом мы сегодня остановимся, думаю, завтра добьем уже этот сюжет Луны. Но он достаточно интересный, потому что он вообще напрямую с Тайватом связан. И возможно, даже с этим, как его там зовут, Нибелунгом и со всем остальным тоже. Ладно, на сегодня тогда всем спокойной ночи и до завтра.